Первое дерево, каменная кирка железная, стержень нефрита, покормить кошечку, заскамить жителя, первые алмазы, несколько эндерменов, убийство дракона, любое выживание не обходится без этого. Герои сегодняшней истории тоже прошли через это. Надо сказать, что они были непростые ребята. У каждого из них за спиной множество побед и поражений, но в основном побед, поэтому в этот день судьба снова свела их для очередного нелегкого приключения. Когда ты живешь в обществе, все вокруг постоянно развивается, растут огромные дома, прокладываются дороги, прогресс не стоит на месте. Всегда надо чем-то завоевывать внимание цыпочек, так что если подумать, это идеальное место, чтобы разбогатеть. Сундуки полные алмазов, лучшие броня и оружие, стильные кошельки и, конечно же, элитры. А самое главное, местные не особо-то и против. Поэтому все трое отправились рейдить босса ужасного дракона края. Поделив добычу заранее, договорившись, кому богатство, а кому ачивка и яйцо дракона, и взяв с собой только самое необходимое, они отправились в портал. Окей, видимо, все будет не так легко. Из оружия у них были только каменные мечи. Возможно, их стратегия была в том, что дракон, увидев их, умрет со смеху, но так или иначе, достигнув острова, они начали сражаться. Оказалось, что даже такой могущественный босс, как древний дракон края, оказался беспомощен перед слаженной работой этих бравых воинов. Дракон вновь и вновь нападал. Запасы еды были истощены, кровати тоже почти закончились, но и по дракону оставались считанные удары. Дракон уже не мог летать и упал на землю. Кефарис направился совершить последний удар. В голове крутилось, как в его адвансментах красуется эта поистине ценная ачивка. Но внезапно Ликоч вырвался вперед и взмахнул клинком. Кефарис застыл на месте и не верил своим глазам. Не успел он отреагировать на это, как Ликоч уже стоял возле яйца дракона. Кефарис был настолько возмущен выходкой своего товарища по битве, что не мог проронить ни слова. Ликоч забрал себе древний артефакт и, как ни в чем не бывало, прошел мимо Кефариза, погрузившись во тьму портала. Двое застыли на месте в недоумении от того, что произошло. Решив завершить задуманное, они все же отправились грабить города края, но никакие богатства и бесконечный кутеж не смогли залечить душевные раны наших героев. Оскорбленный до глубины души предательством Ликоча, Кефарис стал раздумывать, как вернуть себе желанную реликвию. Кроме того, он знал, что попав не в те руки, яйцо дракона может привести к страшным последствиям. Хорошо помня натуру своего приятеля, Кефарис был уверен, что тот уже продал яйцо случайному толстосуму. Выяснить, кому именно, было невозможно. Надо было каким-то образом собрать всех в одном месте, и чтобы они взяли с собой все свои богатства. План оказался зловещ и гениален. На утро следующего игрового дня на спавне появился странный крест. Перед ним своей пустотой зияла бездонная яма. Таблички на кресте гласили: «Пожертвуйте ему. Размер вашей щедрости повлияет на вашу награду. Он позаботится о вас». Какой разумный майнкрафтер не хочет наживы, к тому же без какого-либо подвоха. Люди стали бросать туда мусор, некоторые ценности, животных, кто-то прыгнул туда сам. Вскоре все почувствовали некое присутствие. Что-то скрытое от взоров присутствовало в толпе и раскидывала книги. Содержание этих книг складывалось в шифр, разгадав который, все поняли, что нужно идти на восток. Пройдя примерно 300 блоков в сторону положительного X, они нашли абсолютно неподозрительную мистическую площадку. Кефарис уже ждал всех там. Он представился пророком темной сущности, которую он называет Он, и сказал, что сейчас всем, кто пожертвовал, воздадутся их богатства. Ритуал начался, всем раздали по частичке красной пыли. После молитвы на непонятном языке было приказано скрафтить из редстоуна блок и поставить в центр площадки. В воздух взлетели салюты. Толпа радостно зашумела, но очень быстро крик радости сменился криком испуга. Сигнал блока активировал не только раздатчики с салютами, но еще и взрывчатку. Кефарис стал спешно перебирать лут, пока все не вернулись, но понял, что яйца дракона здесь нет. Увидев, какой силой обладает Кефарис, к нему начали присоединяться игроки. Впоследствии эту организацию прозовут чернокнижниками, и все, чем они будут заниматься дальше, это во что бы то ни стало пытаться завладеть яйцом дракона. Слухи о произошедшем громом пронеслись по королевству сервера. Ликоч все это время чувствовал себя неспокойно. Он ощущал себя странно, словно привязался душой к артефакту. Яйцо дракона манило его, захватывало душу. В одной из городских библиотек он отыскал книгу, в которой была записана легенда о том, что однажды человечество создало монстра с целью подчинить себе его мощь, но тот быстро выбился из-под контроля и пришлось отправиться в другое измерение, чтобы там заточить злого монстра. Но надо
было срочно избавиться от этой вещицы. Но и отдавать кому попало этот сильнейший артефакт было нельзя. Ответ сам нашел нашего героя, когда тот гулял по одной из улиц родного города. Надо сказать, что Ликоч был вовсе не последним человеком. Многие уважали его и были готовы идти с ним плечом к плечу. Он был отличным архитектором и спроектировал большую и красивую арену. На ней приказал провести PvP-турнир с очень ценным призом для победителя. В своей предвыборной кампании он говорил не о богатствах, он говорил о людях. Пока остальные кандидаты пытались подкупить голоса алмазами, добропорядочный Ликоч предлагал много интересного. Дресс-код на спавне, социальные структуры и крупный ивент. С такими инициативами победа стала лишь вопросом времени. Новый мэр Ликоч поднялся на трибуну и начал свою речь. Однако она была совсем не праздничной. Из слов стало понятно, что ему угрожает опасность. Он продолжал говорить, но волнение начало брать верх над публикой, и никто уже не понимал его слов. Он спустился с трибуны, отправился в странное здание и... Никто не мог поверить. Праздник обернулся ужасной трагедией. При мэре нашли книгу с завещанием. В ней он рассказал, что случилось, и оставил предсмертные просьбы. Если бы кто-то занял пост мэра сразу после него, план по поиску избранного был бы разрушен. Поэтому вместо себя мэром он назначил курицу по имени Сандерс. А второй его просьбой было, чтобы не случилось, провести PvP-турнир и вручить победителю особый приз. С самого утра у арены собрались люди. Торговые лавки арены ломились от зелий, лавы, наковален и всего другого, что можно было скидывать сверху на участников, чтобы приободрить их дух. К завершению подходили сражения за четвертьфинала, как вдруг все вновь почувствовали что-то неладное. Это был Кефарис. Он тоже пришел поучаствовать. Может быть, чтобы показать свою мощь, а может быть, потому что знал, что победителю Ликоч завещал яйцо дракона. Кефарис сражался на удивление хорошо. Он двигался ловко, избегал закликивания, а его стремительные удары разбивали броню соперников. До финала добрался он и крутой чел в стильной рубашке. Первый же раунд начался подозрительно. Кефарис вышел на арену совершенно без брони, как бы демонстрируя свое превосходство. От неожиданности его оппонент застыл на месте, не понимая, законно ли будет сражаться с беззащитным. Рыцарь медленно двигался в сторону противника и достиг центра арены. Крутой чел сорвался с места в атаку, но едва он успел сделать шаг, Кефарис такой бум! Вот тебе залп фейерверками из 8 заряженных арбалетов. После такой хитрой игры от Кефариса можно было ожидать все, что угодно, но даже так он умудрился удивить публику. На второй раунд оба соперника вышли без оружия и устроили кулачный бой. Тяжелые удары носились эхом над головами затихших зрителей. Настолько натуральное насилие уже не развлекало, а только навеивало жуткую атмосферу. В поединке оба ненадолго остановились и что-то прошептали друг другу. С того момента Кефарис начал поддаваться и в турнире победил крутой чел. Вместо яйца дракона вынесли книгу, от которой расходилось магическое свечение. Все зашептали. Такое же свечение было и от завещания Ликоча. Неужели и эту книгу написал он? Книгу передали победителю, и он начал читать ее вслух. В ней была загадка. Это было удивительно. Вещь, за которой охотилось все королевство, была спрятана почти на самом видном месте. Артефакт вернули. На церемонии вручения было очень неспокойно. Вокруг собралась охрана. Артефакт передали крутому челу. Вы так сильно хотели уберечь яйцо дракона, что не заметили главное. Меня не было среди пострадавших, а на турнире Кефарис поддался мне. Но на самом деле я один из чернокнижников. Но как ты мог так поступить? Мы ведь знали друг друга с детства. Я сожалею, но это правда. Окей, видимо, это действительно не пранк. Все ринулись в погоню, но низкая дальность прорисовки не позволяла проследить, куда направился вор. Продолжая лететь в том же направлении, крутой чел был найден на холме неподалеку от города. Кефарис тоже был там. Заподозрив, что это ловушка, и опасаясь, что Кефарис уже овладел силой яйца дракона, все схватили крутого чела, угрожая убить его как приспешника. Крутого чела пытали, теряя сознание, он промолвил: «Моя миссия выполнена. Я уже передал яйцо чернокнижникам. Вы должны признать нашу власть. Если вы будете повиноваться, когда мы найдем избранного, мы одарим вас алмазами. Если нет, вас всех ждет смерть». Не самая героичная гибель. Все переключились на Кефариса. Он совсем не сопротивлялся. На допросе он только подтвердил слова, сказанные его приспешником. Видимо, он совершенно не боялся смерти. Чтобы он больше не мог напрямую подчинять людей своей воле, его заточили в Энде, поставив его кровать под портал. Над королевством повисло ожидание чего-то ужасного. Вскоре на спавне объявился один из чернокнижников и сказал, что избранного среди них нет. Поэтому их организации нужно надежное место, неприступная крепость. Там они смогут проводить эксперименты
эксперименты с могущественным артефактом и заняться поиском избранного. Из почти забытой в королевстве легенды было известно, что избранный способен превращать целые горы в потоки лавы, летать, проращивать пышные леса прямо в пустыне и, самое главное, почти из ничего создавать алмазы. Чернокнижники пообещали одарить алмазами всех, кто будет повиноваться. Несмотря на ненормированный рабочий график и то, что работать пришлось сломанными инструментами, люди в предвкушении бесчисленных богатств были бодры духом и очень скоро доделали этот проект. В таком отличном месте, со свежим воздухом, прекрасным садом с изящными статуями, крутыми конюшнями и мрачными запутанными коридорами, можно было спокойно исследовать силы яйца дракона. Эксперименты велись в темной лаборатории под самым главным зданием. Какие-то опыты были удачными, какие-то нет. Используя другие доступные им артефакты, они смогли создать нечто, что тоже давало сверхсилы, но работало только от энергии различных минералов и существовать могло только в замкнутом пространстве внутри капсулы из толстого стекла. Кроме всего прочего, у них был алтарь темной сущности, в которую верил основатель чернокнижников. В этом же здании были хоромы его заместителя. Срочно, скорее, господин, там уже все... Ой, Что? Почему ты не постучался? ну у вас же нет двери. Ладно, говори, в чем дело. К замку прибыли люди. Люди уже не могли спокойно ждать. Чернокнижники выезжали из замка и заводили их по одному, проверяя, есть ли среди них избранный. Так, сейчас тебе выдадут могущественный артефакт. Чувствуешь что-то? С теми, кто не оказался избранным, особо не церемонились и смывали их в канализацию. Спустя несколько дней в зал привели мага в ярких одеяниях. Это был тот, третий, кто был на экспедиции на дракона. За все это время он показал, что его сердце не осквернено алчностью и злыми помыслами. Волей судьбы избранным оказался он. От избранного начали расходиться лучи света, а все вокруг почувствовали регенерацию. С такими силами легко найти себе место в обществе. Например, можно выполнять полезную работу, разжигать пламя в печи или проращивать деревья на ферме дерева. Чернокнижники, как и обещали, заставили избранного делать алмазы. Чувствуя, что впереди сытое время, люди построили алмазный город, и это похоже на хэппи-энд. Но, как и все хорошее, это не могло продолжаться вечно. Избранный действовал не по своей воле, артефакт почувствовал это и прекратил давать ему силы сотворять богатство, а все алмазы, что он сделал ранее, превратились обратно в уголь. В панике люди бросились разбирать алмазный город. Видимо, сейчас начнется полный пиз. Здания стали углем, народ направился штурмовать замок. Давай, Стив, покажи им, что такое справедливость. Стив! Крепость строилась неприступной, но ничто не могло сдержать гнев огромной толпы. Сэр, люди вторглись в замок. Ты взлети и залезь их лавой. Быстро сделай это. То ли от злости, то ли от обиды рассудок избранного помутнел. Среди разъяренной толпы были его друзья, его жена и его брат. Он не мог решиться на такое. В то же время давление было ужасным. Из-за того, что душа избранного разрывалась на части, под действием силы яйца дракона само существование стало нестабильным. Избранный не понимал, где он находится. Вокруг было темно. Ему показалось, что он умер. Из ниоткуда раздался звенящий голос. У тебя есть выбор: уничтожить яйцо дракона здесь и сейчас ценой своей жизни, или отправиться в прошлое и попробовать что-то изменить. Ценой своей жизни? Пожалуй, второе. Внезапно он оказался на острове Края. Вокруг царила полная тишина. Он все понял. Он попал в момент времени, когда они с лекочем и кефаризом победили древнего дракона. Голос из ниоткуда продолжал звучать. Ты можешь вернуть яйцо дракона на место, и тогда все произошедшие события повторятся. Он вспомнил все ужасы, произошедшие с людьми королевства из-за этого артефакта. Он помнил о всех смертях и тяжелых испытаниях. Этого нельзя было допустить вновь. Он взлетел на несколько блоков над землей и устремился к краю острова. Зависнув над бездной, он еще раз взглянул в сторону своих приятелей, но их уже не было видно за дальностью прорисовки. Наш герой убедился, что под его ногами не осталось ни единого твердого блока. После этого он отключил полет. Яйцо дракона было уничтожено, измерение края схлопнулось, а портал разрушен. Но это совсем не конец. Так прошел тестовый сезон не сервера, и таким его сделали игроки. Играй вместе с нами и посмотрим, каким будет не сервер 1.